Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня буду раскрашивать раскраску, большую книгу фееричных раскрасок, которую мне подарила Виолетта. Привет тебе, огромное спасибо, раскраска классная. Ну, я ее сразу же начала, это вот в июне как раз, вот. Раскрашивала ее карандашами, фон делала сухой пастелью. И в этот раз я хочу раскрасить эту иллюстрацию. Ну, в принципе, саму феечку я хочу раскрасить карандашами. Ну вот насчет крылышек, правда, не знаю. А фон тоже. Вроде бы хотелось бы акварелью, с другой стороны. Не, ну детской вроде нормально, но если все равно немножко может повести бумагу, ну и соответственно здесь будет раскрашивать немного посложнее, наверное. Ну ладно, не будем уже об этом думать и заморачиваться. Взяла вот эти карандаши для кожи и раскрашу лицо. Раскрашу, как водится, по-простому. Не буду я с этим морочиться. Обычно я делаю рыженькие волосы везде. Ну, не знаю, здесь, наверное, для разнообразия сделаю какой-нибудь другой цвет. Ну, так. Так, это ж, я надеюсь, кожа. Ярко, конечно, получается, но на камеру бледно, а так, как по мне, довольно-таки ярко. Что-то я так активно нажимала. Ну, возьму еще потемнее карандаш. Ну, где-нибудь, может быть, вот здесь чуть-чуть, самую малость добавлю. Выделить. Опять же, на камеру это не так, чтобы было видно. Ну вот так. Немножечко. Вот тут. Не знаю, полистала, захотелось мне вот такую иллюстрацию раскрасить. Ладно, а с лицом достаточно. Сейчас я подумаю, каким все-таки я буду цветом волосы делать. А, наверное, сделаю я розовые волосы. И мне кажется, здесь даже достаточно все просто, потому что много черного, и, соответственно, не надо будет несколько цветов использовать. Наверное, скорее всего, и ничего наслаивать не придется. Резинку пока не знаю какую, оставлю на потом. Ну вот фон, конечно, хотелось бы, наверное, акварелью, но мне что-то подсказывает, что это будет плохая идея. Очень плохая. И, кстати, насчет наслаивания, добавления еще какого-то цвета, может быть, я и добавлю цвет потемнее. Так, кофточка. Наверное, тоже возьму немножко розового цвета. Я еще думала, может быть, в кавайи пораскрашивать.
Ну, посмотрим. Сегодня точно нет, а в одном из влогов очень даже может быть. Так, теперь фиолетовый или какой-нибудь такой возьму цвет. Наверное, надо немножко камеру опустить. Может быть, даже немножко вот так опустить, а то как-то не очень видно. И кажется, что я совсем-совсем бледно раскрашиваю. Вот. А я хоть, в принципе, люблю даже пастельные цвета, но мне нравится, когда мои иллюстрации яркие. Хорошая раскраска такая. Здесь вообще мне нравится то, что такие разнообразные иллюстрации. Как видите, тут всякие вот эти вот феечки, которые, ну, так, в одиночку, да, такие как портреты. И нравится то, что есть сюжеты там со зверюшками. Это очень классно. Я пока все еще простужена, периодически нажимаю на паузу, когда пробирает кашель. Но у меня не сильный, то есть у меня даже не постоянно. Ангина малость разгулялась. В общем-то и все. Обычное дело, хотя я, слава богу, редко простужаюсь и так далее. Ну, тоже случается, все мы люди. Я сейчас с таким удовольствием снимаю уже второе видео подряд. Все-таки раньше снимала ежедневно, а сейчас видео-то и выходят постоянно, но именно приходится вот для съемки выделять время, допустим, там сколько-то часов, и за это время успевать отснять сразу несколько роликов. Поэтому а потом уже подходишь потихоньку, есть время, и начинаешь раскрашивать немножко, по чуть-чуть так. У меня тут рядом лежат самые. Я думаю, наверное, возьму вот этот карандаш. Сейчас я его подточу. Пуговки сделаю. Такие контрастные. Тут что-то такое, пусть тоже будет такого цвета. Так. И вообще надо здесь добавить еще вот такой вот карандаш в некоторых местах. Немножечко. У меня там, ну, по традиции, ушастик сопит за кадром. Если вдруг слышно, что микрофон у меня вот тут вот, может быть слышно. У него такой дневной сон. Сейчас сколько время? 3 часа дня, а у меня ощущение, что еще утро. Ну, потому что я встала довольно не рано, после 12. Но это мой такой теперь новый режим. Он меня полностью устраивает. Мне очень комфортно в этом режиме. Я все, ну, как бы максимально, знаете, успеваю что-то делать. Поэтому
Очень хорошо. Теперь вопрос, какую делать юбочку. Я хотела, наверное, розовенькую, а вот сейчас думаю, что может быть такую темно-фиолетовую. Ну, не совсем, что прям. Сейчас я вот этот цвет добавлю сначала. Потом пройдусь вот этим. А может быть, наоборот, будет светленькая. Не знаю. Ну, короче, контрастная какая-то. Ой, да, вообще-то мне понравилось это сочетание. Точно. Знаете, мне понравилось это сочетание. Неожиданно. Нет, но оно все сочетается просто. Что-то я сначала об этом не подумала, что можно сделать вот так. А это удачненько, кстати. Крылышки, конечно, можно сделать металликами. Что-то мне эта мысль, конечно, почему-то не совсем радует. Хотя я очень люблю Берлинга металлик и BG металлик тоже очень мне нравится. Я больше сейчас за акварель в данном случае. Но мне жалко ту картинку. Потому что протечек-то не будет, а в остальном могут быть проблемы. То я думала, если я буду делать юбочку фиолетовой, темный, то еще я подумала, надо будет все-таки белый еще карандаш использовать. А тут какое милое сочетание. Она даже вообще оригинально получилась. Мне нравится. Только надо еще вот этот темный где-то здесь подобавлять. И светлый. Так, теперь почти порядок. Вот. Теперь хорошо. Тут, я думаю, что-нибудь такое розовенькое будет. Тоже возьму светлый. Здесь, может быть, будет сочетание с белым. Не знаю. У меня так только примерно я себе представляю, но в основном импровизирую. Угу. Неплохо. И немножко, наверное, беленького. Ну вот здесь он
цвет растягивает не очень. На какой-то бумаге получается хорошо, поэтому я возьму этот и потом еще раз белым. Так, и обувь. Вот интересно, сейчас белый цвет фиолетовый растянет. Почему-то... Не, ну вообще растягивает. Приходится нажимать. Сейчас. Угу. Вот так хорошо. Так, вот здесь. Будет светлый. И хорошо, что в наборе есть более темный цвет. Я сейчас так сижу, вспоминаю, думаю, вот в Кавае, наверное, тоже я бы хотела пораскрашивать, и в ведьмочках, и дракошки там пораскрашивать. Ладно, попробую найти я на это время. Если получится, то это класс. Но мне и в Ханне Карлсон, с другой стороны, охота по максимуму ее задействовать. Ну нет, это вот прям все-все не получится. Все равно чем-то придется жертвовать. Угу. Вот. И потемней. О, как хорошо получается. Вот так. Вполне миленькая девочка. Украшения я пока повременю, опять же. Хотя нет, можно. Я хотела с золотом, но я просто сама золото не люблю. А пусть будет просто желтый цвет. Чем проще, тем лучше. Так, а глаза? Глаза сделаю ей все равно зелеными. Вот так вот прям хорошо. И, наверное, губы тоже просто будут чуть-чуть потемнее. Собственно, резинки пусть тогда уже тоже будут желтыми. Ну, типа аксессуары желтые. Здесь немножко не заметила. Упустила.
очень даже миленькая феечка. Ладно, налила я водички в свою прекрасную совушку. И да, хорошая у меня тут такая творческая атмосфера. Надо, кстати, внутри как следует помыть, потому что сама вода чистая, а по бокам я как-то что-то ленилась. Так, ладно, беру кисточку. Ну вот тут вот у меня еще фиолетовая краска есть, а синяя краска все уже там чуть-чуть. Ну, кстати, можно ее спокойненько тут взять, и нужно так смочить. Пульверизатор я до сих пор ленюсь взять. Хотя я его даже уже нашла, он тут в коридоре лежит. Надо сегодня притащить его сюда. Так, ну что, тогда приступим. С чего бы начать? Так, я возьму, кстати, еще желтый возьму. Мне хочется, чтобы здесь еще был такой вот желтенький цвет. Так, вообще надо красить небольшими, наверное, фрагментами. Так. А, еще же розовый потребуется. Сколько всего-то. Ну так я буду использовать все цвета, которые типа здесь присутствуют. Понемногу. Не хотела лить много воды, но чувствую, что уже получается так. Ну, краска, в принципе, не протекает, здесь все высохнет, и ну, разве что бумагу поведет. Не более того, я думаю. Хотя, конечно, кто знает. А, ну да, синяя же мне не потребуется. Зачем мне синяя-то? Мне фиолетовая. Ну, синий у меня просто в этом наборе тоже ходовой такой оттенок обычно. Поэтому я уже заранее предполагаю, что он потребуется. Ну, небо будет, даже если акварель, то не перламутр явно. Вот. Да, вот видите, здесь протекло, но это высохнет, и ничего такого не будет, как правило. То есть, в принципе, мне вообще этих красок, вот этого набора достаточно. Так, и фиолетовый. Не, все-таки вот эти краски вообще отличные. Сколько вот уже лет пользуюсь, и считаю, что они одни из лучших. Ну, с этой маркой я всегда, как вы знаете, дружна. Вот. Я просто еще чуть так внимательно смотрю, потому что, ну, получается, что я впервые здесь раскрашиваю акварелью, поэтому, конечно же, давайте вот так покажу, потому что влог я уже скоро буду завершать.
Странно как-то, ну, блеск, видимо, забивается еще этими кольцевой лампой и так далее. Докрашивать я уже буду за кадром. И я еще, да, буду думать, что делать с фоном. Время до конца месяца есть, поэтому я спешить с этим не буду. У меня, если вдруг нет сразу идей, то да, у меня принцип подождать. Вплоть даже до того, что я могу, пусть так и редко бывает, и не во всех раскрасках, но я могу совершенно спокойно оставить фон вообще белым. Но это, как вы знаете, у меня бывает редко и не везде. Ну где-то я просто целенаправленно его оставляю белым, а где-то вот могу именно оставить с прицелом потом. И, кстати, так получается действительно хорошо, потому что идея потом обязательно приходит, или приходят, например, какие-то навыки, еще что-то, и уже лучше, чем сразу все там попортить. Что у меня было такое, когда там классная картинка, а потом ты раз думаешь, ну нет, фон надо сделать. Бывает даже так, что время проходит, и ты уже думаешь, ну что-то совсем идеи нет, надо все-таки на что-то решаться, и все портится. Мне кажется, что иногда пусть какая-то иллюстрация будет долгое время в недоделанном, но не в испорченном. Ладно, я это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, теплых летних деньков, ну, конечно, не жарких, но, по крайней мере, в городе это для большинства тяжело воспринимается. Вот. Ну, в общем, комфорта и всего самого наилучшего. До скорой встречи. Пока-пока.